Здравствуйте, это Александр Филатов и бюджетные инвестиции. Почему бюджетные? Потому что я простой работяга и хотел бы немножко подкопить к пенсии, чтобы было не на одну пенсию жить. Сами понимаете, какая у нас пенсия. Ну, в общем, сегодня будет обзор о Сбербанк инвестиции, то есть, извиняюсь, Сбер инвестиции. Ну, вот у меня на телефоне, видите, есть инвестор сбербанковский. Давайте нажмем на него. Вот предвходная, как говорится, панель ее. Я не набираю там брокерский счет. Я захожу через свой Сбербанк онлайн, нажимаю. Вот она открывается постепенно. Ну и как видим, здесь у меня есть просто брокерский счет. Вот он у меня пустой. И есть ИИС, на который я пополняю и покупаю где акции, фонды, облигации. Вот. Есть общие, можно нажать, будет показывать общие. Ну, если общие, то видно только у меня что рабочий, один ИИС. Также можно поменять, что в рублях, можно нажать он наверх, будет в долларах, значок евро будет оценен в евро, сколько у меня в евро. Я нажму опять на рубль, вот, у меня все в рублях. Ну и есть, тем более, он только все в рублях показывает. Вот. Можно, конечно, покупать сюда и акции иностранные, но я сюда не покупаю. Ну, дальше посмотрим. Также здесь показано, сколько у меня чего, сколько денежных средств, сколько акций, сколько облигаций. И внизу фонды. Вот. Рынок. Заходим мы на рынок. Ну, как видим, здесь сразу открываются акции. Вверху дата, число. Вот. Время здесь московское. Акции на московской бирже. Да, все вот эта платформа на московской бирже. Все, что в нее входит. Можем тут и Тинькофф банк увидеть. Вот. И ВТБ. Там вот все. Это все акции наши российские. Ну, не очень много, конечно, акций кончаются, видите, на БСП. Вот, ну, давайте зайдем и посмотрим, как выглядит, если покупать будем, да, на платформе Сбербанк. Здесь обзор, он сразу загорается. Волатильность наша и акции, насколько она поднялась. Ну, конечно, мне не очень нравится такой вот подход Сбербанка. Но ВТБ получше. Там можно и свечи посмотреть, и это. Ну, свечи, конечно, многие не смотрят, но там все равно графика, как говорится, получше. Вниз смотрим, да, это он показывает у нас за месяц. Сейчас можно на один день включить. Вот он на один день, 1 год, 3 года. Как он себя показывал, эта акция, 10 лет. Вот. Максимальная цена видим внизу, минимальная цена, изменения, все. Ну, если мы ее будем, например, давайте нажмем, я ее покупать не буду, но нажму купить. Здесь надо, если ничего не покупали, то у вас будет появляться, чтобы ввести код. Код приходит автоматически, вы его вводите. Сейчас мы введем МИ-6 186. Если я, например, выйду, выключу интернет полностью, то и зайду опять, если что-нибудь захочу купить, то будет, в общем, все повторяться. А так, если вы не в общем, интернет не отключали, телефон не выключали,
то будет работать он так. Ну вот раньше вроде комиссию, говорят, не показывали. Сейчас вот показывает комиссию в самом низу, да, вот видим. 0,36 копеек. Если я буду покупать один лот, цена его 49,90. И общая сумма покупки вы за нее дадите 400-999. Это значит цена одной акции, да. В одном лоте 10 штук. Вот за 10 штук вы отдадите 499, и у вас снимется 0,36 комиссия. Вот, я, как говорится, покупать не буду. Выйду оттуда. Ну, продать то же самое. Заходите и те же действия. Вот. Так, давайте выйдем. Ну, акции США. Здесь немного Мосбиржа пополнила их. Раньше она доходила, сейчас скажу, до куда, до Виза, кажется, или Твиттер. Или, да, Виза последняя была вроде. И все. А вот следующее после Визы, все, что вы видите сейчас, как раз здесь и появились. И Ford, XP, PayPal, Tesla сюда вот. Ну, большинство я посмотрел, да, акций. Здесь много медицины есть, которые связаны с медициной. Вот. Ну, ударяться не буду конкретно. Вот. В общем, вот такие здесь акции США. Зайдем на облигации. Ну, с облигациями на Сберинвестиции, конечно, здесь немного поплачевней. Да? Я потом запишу еще платформу ВТБ. А вот на Сбер здесь сразу видим только Сбер. Ну, первые 4 это все, которые мои показывают до последний Газпром у меня. До него это все мои облигации. И дальше пошли, которые можно еще приобрести. Ну, сами смотрите, да. Процентная ставка, конечно, 5,07, 5,33. Россельхозбанк самая большая у него. А, нет. В Сбере есть. Вот. До 23 года можно приобрести, да. Такую. В общем, они, видите, большинство Сбер пошли по нулям. Либо они стоят. Давайте зайдем, посмотрим. Ну, они вон как стали в эту волатильность и стоят. Давайте посмотрим, что здесь. Размер купона 50 копеек всего. Ну, я ее даже не приобретал. Как-то, ну, неинтересно, да? Дата выплаты будет 07.11.2024 года. И дата погашения 2024 года. Ну, это вообще ни о чем, прям вы сами понимаете. Тут они все здесь по нулям. И Сбер. Один только Сбер, да. Вот УФЗшка затерялась до 23 года 5,6%. Ну, в принципе, да, видно, что она в таком спокойном в подъеме вроде, да, за месяц, если посмотреть. За год она, видите, да, шла, упала, сейчас опять подниматься начала. Ну, за 3 года она тоже, видать, недавно только в этом году вышла. Или с прошлого года это ОФЗшка. Дата выплаты будет, видите, да, здесь до 21 года, во втором месяце 3 числа, да. Гасится она, вот видно, тоже 23. Размер купона 22 рубля 69 копеек. Ну, здесь вот сразу показана и минимальная цена, максимальная цена. Вот. Все. Остальное здесь Сбер. Но они все с нулями недействительные, да. Ну, в общем, такие вот здесь облигации. С облигациями здесь очень мало.
Давайте посмотрим фонды. Ну, в фондах здесь, конечно, сразу начинается со сберовские фонды. Также смотрим одна Россельхоз. Ну и обычные китайская, немецкий фонд, золото, ETF Америки, Казахстана. О, Казахстан появился, да, фонд Казахстана. Хотя вот его не было. Видать, его сюда ввели. Вот, фонд Казахстана появился. Как говорится, если хотите, можете фонд акций Казахстана вложиться. Давайте посмотрим его волатильность за месяц, да. Вон он вроде и падал, и поднимался, падал, сейчас немножко опустился. Вот, в плюсе 1,69 у него процентов поднялся он. Цена минимальная, максимальная. В принципе, ну, все. Это все фонды, которые здесь есть. Фондов, конечно, здесь тоже не очень много. Ну, вот разбавили фондом Казахстана. Может быть, в следующем видео я его приобрету, чтобы он был у меня. Так. Ну и последняя здесь валюта. Валюту здесь, конечно, покупать, ну, как-то невыгодно. Знаете почему? Потому что здесь продается лотами, да. Нажмем купить. Все, видите, я уже спокойно захожу и могу его покупать, да. Но здесь один лот 1000 штук. Это значит, за 1000 вы только можете купить 1000 долларов. Все. Это вот 75 900 вы должны будете отдать за это. Ну, короче, в общем, невыгодно. Здесь по $1 все это не продается, только оптом. Дальше переходим. Переходим на идеи. Ну, как видим, здесь какие нам могут предложить идеи Сбербанк. Индекс ETF еврооблигаций 3% годовых. ETF корпорации облигаций ETF 6% годовых, да. Давайте выберем, например, какой-нибудь 6%, которое. Ну и здесь уже идет описание, да. Если вы хотите инвестировать, можете нажать на инвестировать. Давайте нажмем. Здесь также появится цена его, лот. В общем, это СБРБ ETF. Вот. Комиссия у него 79 копеек. Лот за 1 штуку идет. Ну, в общем, если хотите, да, можете покупать через идеи, которые нам предоставляет Сбер Инвестиции. Ну, давайте посмотрим, что нам и умеренные посмотрим. Уровень риска. ETF индекс Мосбиржи, да, 10%. Фонды акций компании США. Ну, конечно, фонды акций они получше, повыгоднее, потому что она растет. Если, например, вы эти фонд купите акции США, да, он сейчас, он все время поднимается. Ну, конечно, бывает, когда опускается, но ненадолго, а потом все время у них поднимается, потому что их фонды как-то посильнее, чем наши. Ну и последнюю, высокий уровень риска, да. Здесь вот можно купить Роснефть 61% годовых. Я ее продал. Вот. Как раз она выстрелила. Я выставил цену, и она выстрелила. Я ее продал. Ну, более-менее в плюсе. Как говорится, что хотел, то и сделал. Газпром. Потенциальная доходность 91, да. Полуметалл 68%, да, можно вложиться. Яндекс, ну, сами видите, да, процентный. Татнефть 95% годовых. МТС 57%. Все, здесь на этом, конечно, заканчивается.
перейдем заявки. Ну, это заявки. Здесь, если вы покупаете, то у вас идет заявка на покупку. Если, например, еще не пробила эта цена, выставили вы цену и ждете, ожидаете. Или на продажу. Здесь заявка. И сделки. Ну, сделки, видите, у меня их нету. Я ничего не покупал, ничего пока не продавал. Здесь все показывается, все ваши заявки на покупку и продажу. Ну, теперь перешли в прочее. Да? Верхнее окошечко типа рядом с выходом нажмем здесь оповещение. Здесь приходит оповещение о покупке или о продаже, оно вылазит здесь. Зайдете, посмотрите, что да, именно у вас произошло покупка или продажа. Ну, вот стрелочка вывод переводов. Это вы если собрались выводить, вот у меня в рублях я могу вывести 1700, ну, вывозить я не буду, это деньги у меня как подушка. Когда опускаются, если уходим в небольшой минус. Вообще, пока у меня она там. Ну а так, это на покупку. Она лежит, пускай лежит. Так, ну если вы изменить пароль решили, вводить, нажимаете и меняете. У меня почему-то не сработало. Ну, ладно, хорошо, что не сработало. Fuck you. Короче, что это такое? Ну, как я понял, здесь мы заходим, например, нужен вам вопрос, как открыть счет. Как открыть счет? Нажимаю на него. И денежный счет можно открыть через Сбербанк онлайн, через веб-серию. Я вот открывал через Сбербанк онлайн. И прочие брокерские обслуживания. Ну, это, в общем, здесь часто задаваемые вопросы и ответы на них. Портфель, что такое общий, что такое ИИС. Ну и здесь кратко, конечно, все дается. Это специальный вид брокерского счета владельца, который имеет возможность получить доход не только от инвестиций, но и также налоговый вычет от суммы завода на брокерский счет. Вот такой вот ответ, как мы увидели. Так, выйдем оттуда. Задать вопрос в чат. В чат я уже, как видите, до этого задал им. Кто-нибудь подскажет, покупать ли облигации или не стоит. Ну и здесь мне ответили, что вопрос передан сотрудникам клиента поддержки. Тут они думали и потом меня ответили. Ну, ответили: добрый день, мы индивидуальные инвестиционные рекомендации не даем по данному вопросу. Обратитесь к вашему клиентскому менеджеру. Если у вас нет опыта, то рекомендую ознакомиться с демо-режимом, а также с графиком обучающих семинаров и вебинаров, которые проводит ПО Сбербанк. Ну и здесь, конечно, ссылки на эти вебинары. Все, это чат. Что мне ответили. Ну, звонок клиенту поддержки, это я не буду нажимать, это через 900. Вы звоните, например, что хотите спросить, что вас беспокоит, например. Можете задать вопрос по телефону. Перейти в Сбербанк онлайн, ну, я нажимать не буду, это вы переходите к свой Сбербанк онлайн. Он там показывает графику. И все такое. В общем, все. Это вся ихняя платформа, да. Платформа Сбер, в принципе, простая, можно сказать, понятная. Вот. Да, хотел сказать насчет, где у нас фонды. Если мы хотим узнать про фонд, нажимаем, ну, давайте вот этот фонд выберем, то мы можем узнать об эмитенте. Здесь вкратце написано то, что он там зарегистрирован, и есть новости. Новости по данной бумаге нет. Вот пока не везде, но у них бывает, пишут, что есть. Сейчас в другую зайдем. Об эмитенте то же самое можно сказать, что она группа Феникс, Финекс, извиняюсь. Вот идеи. Акции ИТ сектора США
ETF. Вот. Доходность 10 и 20%. Вот где-то что-то, ну, в общем, описывает, что это за ETF такой. Вот. Давайте, может, дойдем, что скажет нам Казахстан. То, что Казахстан, тоже он на Лондоне, там тут на Финексе. Ну, кому интересно, вот, в новостях нет ничего, да. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать и рассказать про Сберинвестиции. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Я буду отвечать на комментарии. Всем благ и процветания. До свидания.